Добрый день! Это видео про парней, которые хвастаются своими сексуальными подвигами, которые рассказывают, сколько у них было девушек, а это очень большое количество, которые рассказывают, какие они мастера в постели, какие они половые гиганты и так далее. Это видео я записываю лишь потому, что со мной недавно произошел забавный случай, буквально 2 дня назад. Сейчас его вкратце опишу, и вы поймете суть этого видео. И дальше я буду разбирать, почему и зачем люди такое говорят. В общем, заказал я такси, мне нужно было ехать по Санкт-Петербургу. Ехать примерно 1 час по времени, сел я на переднее сиденье, обычно сажусь на заднее, и мы поехали. Прошло буквально, наверное, 2 минуты. И мужчина, я сразу же тогда его опишу, как он выглядел. Мужчина, лет 40, внешности не Аполлона. Видно то, что не следит за здоровьем, за питанием, одет. Ну, в принципе, нормально, стандартно одет. Лицо, ну, я бы не сказал, что это Брэд Питт и какая-то там голливудская звезда. Стандартное лицо, довольно плотное телосложение. Ну и вот. Сел я в такси, едем мы, и буквально через 2 минуты он мне начинает рассказывать. Хотя я вообще молчал, он мне говорит: приехал я недавно в Сочи, пару дней назад. Ох, сколько там девушек красивых. Со сколькими я переспал, ты бы только знал. Я думаю, да мне вообще как бы не интересно, я еду по своим делам, мне до лампочки, сколько у тебя было женщин. И он не останавливается, начинает рассказывать. Это просто его слова сейчас привожу. В день я примерно знакомился по 5-6 девушек. В общем, приводил их к себе, мы там занимались сексом. В общем, вообще ночью и там с девушкой за ночь я могу примерно 5-6 раз кончить. Для меня это нормально. Раньше-то было больше, это сейчас уже к старости, к 40 годам я там до 4, до 5 раз. А так я, как сказать, могу и 6 раз, могу и больше раз. Перезнакомился я там, наверное, девушек, наверное, 30-40, уже так все надоело, я так от всего этого устал, охота просто отдохнуть. Эти девушки, эти знакомства, эти свидания уже вот здесь вот сидят, охота просто отдохнуть. Столько много женского этого внимания, я просто как магнит для них. Я с ними знакомлюсь везде, я такой харизматичный, у меня столько много... У меня вообще по жизни очень много, вот как сказать, было женщин, я их даже всех и не могу вспомнить. Там уже, наверное, я пытался считать, но когда когда цифра зашла больше 200, я уже избился, я уже начал их и забывать. В общем, это моя проблема, у меня столько много женщин. Я думаю, ё-моё, мне как бы в пятницу вечером больше выслушать нечего. И потом как-то у нас разговор зашел про то, что он спросил, чем я занимаюсь, я говорю, я сексолог, психолог. Он сначала с такой усмешкой, ухмылкой: а, сексологи, так там же все извращенцы к вам приходят, непонятно зачем, там же у вас вообще непонятно, чем вы там занимаетесь. И я начал рассказывать, чем я занимаюсь, с какими проблемами ко мне клиенты приходят, с комплексами, со страхами, с чувством и с комплексом неполноценности, как я работаю, как... Клиенты рассказывают про свое детство, какие у них были травмы, и мы решаем те запросы, с которыми приходят клиенты. В общем, самое интересное то, что он слушал буквально минут 5, потом отвернулся в окно и говорит: а давай лучше послушаем музыку. Как-то неохота мне сегодня больше разговаривать вообще на эту тему. В общем, и эта история сподвигла меня записать это видео, потому что у каждого из нас есть знакомые, друзья, либо мы были в такой компании, когда человек, мужчина в основном, рассказывает про свои сексуальные похождения. Когда он рассказывает, сколько у него было женщин, там больше 100, там больше 200, 300 и так далее. Какой он классный в постели, как он их хорошо удовлетворяет. То, что он как будто бы магнит для них, они к нему липнут, он даже не знает, что с этим делать, он хочет отдохнуть. И это все выпячивают. Иногда они рассказывают интимные подробности, как это все происходило. У меня были такие знакомые, я попадал в такие компании, мне это было абсолютно неинтересно, и я понимал, что-то тут не так, что-то тут не сходится, не клеится. Когда человек вроде бы одной внешности, когда там определенная внешность, как я уже сказал, там не Брэд Питт, не какой-то там голливудская звезда, там он не супер богатый, супер успешный, реализованный, а наоборот, это как-то в основном все это были люди совершенно противоположного уровня, типажа и так далее, без харизмы зачастую. И я это все слушал и понимал, где-то тут фальшь, зачем это все рассказывать, тем более мне это вообще не интересно, зачем как бы мне это лишняя информация, у меня, как сказать, там своих проблем, задач
и так далее хватает, работы хватает. Мне это просто всячески неинтересно. И я вспомнил несколько своих клиентов, которые приходили ко мне на консультации по сексологии. До начала сессии они рассказывали то, что, опять же, это стандартная такая история, то, что я с девушками знакомлюсь легко, у меня было больше 100 женщин, я очень хорош в постели, я использую там такие техники, методики, я там творю просто чудеса. Я это все выслушивал, ну да, мне интересно, но это я сейчас немножко шучу. Я говорю, давайте, приходите, вы сформулируйте точно запрос, с чем вы хотите прийти, и начнем работать. Когда эти клиенты приходили ко мне, мы начинали работу. И в процессе терапии, в процессе сессии у нас выяснялось следующее. То, что, это конкретно у меня было несколько таких случаев. То, что девушек было не 100, а 2. Не такой уж он и хорош в постели. Знакомится он с трудом. Знакомился он не вживую на людях. Не просто там возле метро, в магазине, где-то там, не знаю, на улице, а на специальных сайтах для знакомств, где, естественно, все собираются, чтобы познакомиться. И там гораздо легче переписываться с человеком, да и вообще в интернете гораздо легче познакомиться, чем вживую. И, в общем, все оказывалось не так уж и хорошо, как они изначально рассказывали. И запросы состояли в следующем, то, что вот парень конкретно говорил, что-то у меня не получается в последнее время знакомиться, какая-то моя схема, моя система начинает давать сбои как-то. Я говорю, давайте разбираться. И как раз мы дошли до того, что было всего 2 знакомства, в жизни было всего 2 половых партнера. И то первый был неудачный, второй был там очень-очень тяжелая ситуация была. В общем, это я сейчас все рассказываю к тому, что это как можно сейчас, наверное, выразить поговоркой. У кого что болит, тот о том и говорит. И зачастую люди, когда позиционируют себя мастерами в сексе, у которых очень много было женщин, которые половые гиганты, там и так далее. Да вы сами прекрасно знаете все эти истории. По факту, к сожалению, все наоборот получается. Хвастовство – это психологическая защита. Это защита от серьезных отношений. Это когда у человека какой-либо комплекс неполноценности, как сказать, в основном это вообще букет комплексов, там не один комплекс, их много на самом деле. Когда у человека различные страхи интимности, страх вообще женщин. И тем самым он компенсирует, он придумал сам себе эту легенду, потому что когда он рассказывает эту легенду окружающим, знакомым, коллегам на работе, да вообще кому угодно, в интернете, он чувствует себя настоящим. Он чувствует себя как будто бы тем человеком, кем он хочет быть, он тем самым компенсирует свои комплексы. Он это все говорит из-за страха, из-за стыда, потому что, как я уже говорю, психика, хвастовство — это такая мощная защита, и он не может признать то, что у него есть проблемы, он не может признать то, что на самом деле все абсолютно не так обстоит. И как будто бы человек создает себе такой воображаемый мир, и, конечно же, в этом воображаемом мире живется гораздо легче, там проблем нет, трудностей нет, женщин, там 100, 200, 300, когда он половой гигант, когда он представляет то, что он может все что угодно в постели сделать, когда у него размер половых органов такой же, как в порнухе, там, я не знаю, гигантский просто. И все это, тем самым он, как я уже сказал, создает этот воображаемый иллюзорный мир, погружается туда в него и начинает сам уже в это верить. Это проблема психологическая. И тут самое главное, чтобы человек адекватно уже понимал и осознавал, что вот есть воображаемый мир, а есть реальный мир. И человек ни в коем случае, и он делает все, чтобы не окунуться в реальный мир. Потому что если он туда войдет в реальный мир, там совершенно все по-другому, там все будет наоборот. И там он не такой герой, секс-машина, как он представляет себе. Почему так бывает? Во-первых, тут нужно рассматривать детство. Наша психика, естественно, формируется в детстве. Отношения с родителями, отношения со сверстниками, школа, семья. Отношения между мамой и папой, отношения между детьми и родителями. Следующий этап, возможно, там были какие-то травмы, возможно, там были какие-то инциденты. Следующий это у нас идет подростковый период, когда дети вообще жестокие сами по себе, когда они могут хейтить, как-то обзывать, насмехаться,
Это как вспомню конкретный пример, допустим, по своей личной жизни скажу. Когда я учился в школе в 11 классе, у нас считалось то, что в 11 классе все мальчики, когда все друг с другом разговаривают, все уже были не девственниками. Потому что если ты скажешь, что ты девственник, значит ты неудачник, лох там и так далее, все что угодно. И все абсолютно, все говорили там, у меня было 15 девушек, у меня было 25 девушек. Но это в школе, это в 11 классе, когда еще психика не сформировалась до конца, когда еще мы очень легко ранимые, когда у нас нету такой уверенности, силы и так далее. В том возрасте, в школе, опять же, это нормально такое говорить. И как я сказал, то, что у нас в школе в 11 классе все были не девственники, у всех было, все были половыми гигантами и так далее. Ну, время проходит, и когда потом уже в юношестве, в армии, когда человек устраивается на работу, уже полностью погружается в социум, когда он уже уходит от родителей и живет, начинает самостоятельную жизнь. Если до этого были какие-то травмы, были какие-то прецеденты, то он начинает уже верить в то, что он воображает себе. И рассказывает всем, сколько у него было сексуальных контактов, женщин, какой он классный, какой он... Ну, опять же, эти все истории вы сами прекрасно понимаете. Также зачастую это происходит тогда, когда очень низкая самооценка, когда психика не до конца сформировалась, когда есть какая-то глубокая и тяжелая травма, и когда человек, у него большие комплексы, когда он думает то, что вот у него нос не такой, телосложение у него не такое, там руки у него короткие или длинные, про половые органы я вообще молчу, то, что все хотят, я не знаю, и думают в подростковом, особенно периоде, у многих такие мысли возникают, то, что вот у меня такой маленький член, а у всех моих одноклассников они рассказывают, то, что у них и по 25, и по 40 сантиметров, и в порнухе я такое вижу, а у меня, блин, к сожалению, не так, не знаю, откуда они измеряют свое хозяйство, ну, тоже другая история. Из-за вот низкой самооценки люди зачастую, чтобы как-то себя оправдать, придумывают это, начинают хвастаться, лгать, начинают входить уже в эту роль, и их, опять же, это все устраивает. Также такое часто бывает, когда нету реализации в социуме, нету реализации в обществе, нет реализации в профессиональной какой-то деятельности, когда человек, грубо говоря, не достиг каких-то высот в своей профессиональной деятельности, и ему нужно чем-то это компенсировать. Как сказать, не везде же он плох, он где-то должен быть хорош, что-то у него должно быть такое, что его отличает от всех, в чем-то он должен быть уникальный. И он себе придумывает эти истории, он придумывает эти любовные похождения, которые он потом рассказывает всем налево и направо, и ему уже все равно. Также это может быть, ну, из-за жесткой критики в детстве, в принципе, я сказал, из-за комплекса неполноценности сказал, из-за низкой самооценки, да. И это еще может быть возникать из-за страха серьезных отношений. Когда человек боится познакомиться с девушкой и начать с ней серьезные отношения это брак, ну, тут на самом деле не важно. Вообще, создать эту интимность, близость, когда он этого боится, когда у него нет доверия к женщинам, и тогда он прибегает к такой тактике, то что... Лучше уж я буду, как сказать, воображаемым героем и рассказывать всем женщинам сразу же. Я с тобой познакомлюсь, у нас, возможно, что-то и будет, но я потом пойду дальше, потому что я же половой гигант, у меня же как бы... Ты будешь 521-я, мне не интересны серьезные отношения, я вот на количество работаю, я люблю получать удовольствие, я вообще сам по себе эгоист. Это люди, которые не хотят брать ответственность полностью за свою жизнь. Потому что отношения – это серьезная проверка, это серьезная ответственность брать на себя ее в отношениях. Не только за себя, а еще иногда и за партнера. В общем, это совершенно другая история. Если подытожиться про это видео, как я уже сказал, у кого что болит, тот о том и говорит. И в своей практике, когда ко мне приходят клиенты, вот у меня было несколько таких случаев, когда они рассказывают до сессии, либо в начале сессии какие-то вот такие вот воображаемые и прям фантастические вещи, то в 99% случаев в процессе работы мы выясняем то, что дело абсолютно не так. И дело большая какая-то травма, либо комплекс травм, целый букет даже травм, я бы так сказал. И мы начинаем с этим работать. И мы прорабатываем, и люди улучшают, прорабатывают свою самооценку. Они становятся уже полноценными, как сказать, они становятся уверенными, смелыми, они становятся настоящими, они учатся брать ответственность за себя.
Это мы прорабатываем с помощью различных техник, ну и психологических, естественно, приемов, и не только психологических, там нейротехники, ДПДГ, различные НЛП фишки применяю. В принципе, наверное, все у меня. Если у вас есть какие-то вопросы и вам было интересно, то поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что вы думаете о таких мужчинах, которые хвастаются своей такой гиперсексуальностью, таким мужчинами-дон Жуанами, которые мастера в сексе, ну и так далее. Вы знаете, о ком я говорю. Напишите свое мнение, мне будет очень интересно. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.